Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 20 тайн мира, которые невозможно объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. В метеорите нашли загадочный артефакт. Дэвид Брайант, коллекционер метеоритов и владелец магазина, который покупает эти образцы породы по всему миру и продает их другим коллекционерам. Дэвид занимается этим бизнесом уже 35 лет, а изучением метеоритов – всю свою жизнь. Он также является очень известной личностью в своей области, поддерживает дружеские отношения с астронавтами, высокопоставленными лицами в НАСА и ESA, поэтому нет причин подозревать его в обмане, его репутация стоит слишком дорого. В мае 2021 года Дэвид просматривал партию метеоритов из Северо-Западной Африки, известную как NWA-869, и среди обычных железных кусков и характерных камней он обнаружил загадочный образец. Дэвид, не веря своим глазам, провел спектроскопию минерала и выяснил, что это не просто камень с Земли, а фрагмент глыбы, упавший на Африку и получивший обозначение NWA-869. Трудно сказать, что это за предмет и как он попал в этот камень, но сам обладатель метеорита рассматривает возможность астероидного или даже планетарного происхождения этого образца. Этот объект мог отправиться в космос вместе с куском взорванного астероида или даже целой планеты, которая впоследствии превратилась в астероидный пояс. И эта планета, по всей видимости, была обитаемой. 2. Загадка фигурок майя со странным нечеловеческим носом. Мы уже рассказывали немного об этой тайне, но сегодня хотим рассказать еще немного. Когда в 1952 году археологи вскрыли гробницу правителя майя Пакаля в храме надписей, они обнаружили там много любопытного, в том числе красивую погребальную маску Пакаля, сделанную из зеленого обсидиана. На этой маске сразу замечен необычный нос, он начинается не в переносице, не между глаз, а высоко на лбу. Там же в храме надписей были найдены другие маски и каменные головы с изображением того же Пакаля в разном возрасте. И везде тоже был тщательно вытесан тот же странный длинный нос, идущий практически от вершины лба. Этот необычный нос с тех пор является предметом множества дискуссий. Он встречается не только на изображениях Пакаля, а на многих фигурках майя с изображением воинов, ремесленников или обычных людей. Помимо паленки, эта деталь в основном встречается в фигурках, которые клали в могилу майя на острове Джайна, где насчитывается около 20 тысяч могил. Это можно было бы принять просто за особенность скульптуры майя, легкое преувеличение или даже плохое знание анатомии. Вот только наряду с сверхдлинными носами существует полным-полно статуэток майя с самыми обычными человеческими носами. То есть они прекрасно знали, как следует правильно изображать человеческий нос. Тогда в чем же был смысл сверхдлинных носов? Сторонники теории палеоконтактов предполагают, что, возможно, в глубокой древности у майя или скорее у тех народов, которые им предшествовали, в самом деле были такие носы наряду с вытянутыми черепами. Это якобы было побочным эффектом генетической селекции, когда пришельцы экспериментировали с породами людей. Через множество поколений эти, так сказать, дефекты постепенно исчезли, но в память о том, что так выглядели те, кто был приближен к богам, у майя осталось. Вот они и старались выделить сверхдлинный нос на портретах правителей, а также искусственно вытягивать черепа у своих младенцев. 3. В Ираке нашли 12-тонный памятник ассирийским богам. В Ираке под дворцом царя Ашурбанипала в Ниневии команда археологов обнаружила уникальный артефакт с изображением богов, который пролежал в земле более 2000 лет. Это фрагменты огромной каменной плиты размерами 5,5 на 3 метра и весом около 12 тонн.
На рельефе сам Ашшурбанипал, последний великий царь Ассирийской империи, рядом с богами Ашшуром и Иштар. Эти имена когда-то нагоняли ужас на целые народы, а теперь снова возвращаются в мир благодаря археологам. Интересно, что среди изображений есть так называемый человек-рыба, мифическое существо, которое по верованиям ассирийцев приносило спасение и жизнь как богам, так и людям. За ним, вероятно, следует фигура с поднятыми руками. Исследователи считают, что это мог быть скорпиона-человек, символ защиты от зла. По словам археологов, такие рельефы, изображающие главных божеств, никогда ранее не встречались, и теперь ученым предстоит выяснить, в честь какого события был изготовлен этот артефакт. На этом барельефе можно увидеть загадочный предмет под названием «Сумка богов». Этот странный аксессуар изображен на фресках, барельефах и наскальных рисунках у многих древних культур по всему миру. Что же это за таинственный символ, который встречается в разных уголках планеты? К сожалению, легенды и мифы не донесли конкретной информации. Несомненно, объяснения были, но сегодня это понимание утеряно. Научно обоснованный ответ на вопрос, что несут боги в своих сумках, пока получить не удалось. 4. Утраченная пирамида во Франции. Эту пирамиду постигла печальная участь, и информации про нее очень мало. Известно только то, что она располагалась в северной части современной Ниццы, размер ее составлял 50 метров в высоту, а ширина основания была около 200 метров. Возраст ее возведения составлял примерно 5000 лет до нашей эры по предположениям некоторых ученых. Эта пирамида косвенно подтверждает, что там когда-то существовала достаточно развитая цивилизация, до того, как на эту территорию пришли римские легионы. Но в 1970 году, вместо того, чтобы изучать пирамиду, власти решили, что она им мешает, и приняли решение ее разобрать. Это, наверное, единственная в мире пирамида, которую, вместо того, чтобы сохранить и изучить, уничтожили. И ради чего? Ради дороги. Строительство новой автомагистрали оказалось намного важнее и ценней, нежели пирамида. По словам местных старожилов, разбирали пирамиду долго и основательно, она практически превратилась на какое-то время в карьер. На снимке со спутника видно, что на том месте, где была пирамида, сейчас находится автомобильная развязка. Действительно ли пирамида мешала строительству дороги или нет, неизвестно, и мы вряд ли когда-нибудь узнаем истинную причину. 5. Загадочные артефакты древности из Шотландии. В коллекции Ашмольского музея Шотландии хранятся необычные резные каменные шарики. Они изготовлены из различных материалов, песчаника и гранита. Возраст камней датируется приблизительно между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Шарики небольшие, на них вырезаны различные линии, узоры, выступы и так далее, но все узоры строго симметричны, и складывается впечатление, будто проводилась какая-то мельчайшая работа с этими артефактами в прошлом, но кем и как, так или иначе, сейчас их почти все называют каменными атомами древности, так как они очевидно похожи. Но понятное дело, что это просто название, а истинное предназначение шариков до сих пор оставляет загадки и вопросы. 6. Загадка саркофага из пирамиды Сенусерта II. Сенусерт II правил в 1882-1872 годах до нашей эры, он относится к 12-й династии фараонов. Свою пирамиду он приказал построить в районе Эль-Фаюм. Некрополь 105 на 105 метров был окружен городом, где располагался и царский дворец. Для пирамиды было выбрано интересное место. По задумке строителей, ее стены возводились вокруг ядра из скалы. В качестве материала использовался необожженный кирпич. При исследовании полуразрушенной пирамиды Сенусерта II в Эль-Лахуне сразу бросается в глаза разность технологий при ее возведении. Ведь если посмотреть на внешний вид пирамиды, начинаешь верить, что строили ее именно в то время.
которая ставится историками и специалистами-египтологами. Ничего сверхъестественного в ней нет, кроме одного – камеры фараона с идеально обработанными гранитными стенами и его саркофага с идеально же сделанными углами, что очень напоминает обработку высокоточным оборудованием. Создается впечатление, что сначала была сделана камера фараона вместе с саркофагом, а уже потом на камеру надстроили всю эту конструкцию из кирпича сырца. По сравнению с пирамидой Хеопса выглядит пирамида Сенусерта II как разбитый горшок. Ответ на вопрос, почему так сделали, напрашивается только один. Версия такова, что египтяне переделали вовремя обнаруженное более древнее место с уже стоявшим гранитным помещением какой-то древней технической конструкции в гробницу. 7. Загадка гигантского каменного куба Вайоминга. Это место находится в штате Вайоминг, США, и в узких кругах, так сказать, посвященных среди скалолазов. Оно довольно известное, там проложен один из экстремальных маршрутов к скалам Диэдр. В переводе звучит примерно как «упавший блок» или «куб». Этот блок так причудливо откололся от скалы и пролетел кубарем вниз, да так и застрял на полдороги к подножию. Или это творение древней цивилизации? Есть повод для обсуждения. Он расположен в восточной части Бигхорна на плато к северо-востоку от двугранной стены. К сожалению, информации об этой скале действительно мало, за исключением путеводителей и веб-сайтов для альпинистов, так как это отличное место для лазания. Спуск к этому месту описывается как очень крутой и, несомненно, неприятный. Потому это место редко посещается людьми. Возможно, что это естественное образование, а странные отметины на одной стороне этого каменного блока могут лишь внешне напоминать искусственные. Но даже те, кто придерживается официальной гипотезы, что это образование является естественным природным объектом, признают его необычность сразу по двум причинам. Это единственный такой каменный блок на очень обширной территории, и он действительно выглядит так, как будто создан искусственно. Он идеально квадратной формы и выровнен наверху. К тому же он имеет такие же отметки, что и многие другие мегалитические сооружения, созданные руками человека, расположенные по всему миру. Скала эта и на самом деле очень гладкая, поэтому даже опытным альпинистам нелегко на нее взбираться. 8. В Австралии археологи обнаружили останки крупнейшего в мире сумчатого. Палеонтологи из Музея Западной Австралии недавно раскопали окаменелости древних существ в отдаленной шахте Дюбуле-Крик, которая находится в 1450 километрах к северу от Пёрта. Окаменелости, обнаруженные в этой удаленной локации, принадлежали дипротодону, вымершему виду, который был не только огромным, но и уникальным среди сумчатых животных, когда-либо населявших Землю. Эти гигантские существа могли достигать длины до 4 метров, иметь высоту 1,7 метра и весить 3 тонны. В сравнении с современными сумчатыми, такими как вомбаты и коалы, дипротодоны были настоящими великанами. Интересно, что дипротодон, предок современных вомбатов и коал, был впервые обнаружен всего в 1991 году, хотя его существование на Земле было оценено от 2 миллионов до 25 тысяч лет назад. Это означает, что древние люди могли сталкиваться с этими колоссальными существами и, возможно, стать причиной их исчезновения. 9. Тайна кургана Силбери-Хилл. В английском графстве Уилтшир расположен комплекс Эйвбери, состоящий из гробниц, курганов, доисторической дороги, знаменитого Кромлиха, Стоунхендж. Но есть там еще одно древнее сооружение, о котором и по сей день мало что известно. Это искусственно созданный курган Силбери-Хилл. Сооружение является самым высоким древним рукотворным курганом на территории Европы и одним из самых высоких в мире. По оценкам археологов, возводить его начали примерно 5000 лет назад.
Силбери-Хилл имеет конусную форму, высота его составляет почти 40 метров, а диаметр чуть больше 152 метров. Строительство кургана осуществлялось из мелового известняка и почвы. Удалось посчитать и объемы строительного материала, необходимого для возведения этой необычной пирамиды. Всего древним архитекторам понадобилось около 3 миллионов кубометров мелой земли и 15 миллионов часов работы. И тут же возникает первый и самый главный вопрос: зачем были приложены столь невероятные усилия? Над этим вопросом ученые до сих пор ломают головы, но единственного и наиболее правдоподобного ответа так и не нашли. С момента обнаружения Силбери-Хилла его обследовали несколько раз. Первый исследователь был уверен, что курган – это место захоронения. Он даже нашел предание, согласно которому именно на этом месте похоронили короля Сила и его золотого коня. Также археолог предполагал, что стены королевской гробницы покрыты золотом. Но ничего внутри кургана он так и не нашел. Хотя некоторым идея найти захоронение с золотом понравилась, и уже через 100 лет была предпринята еще одна попытка докопаться до возможной гробницы. Но и в этот раз старания копателей оказались безрезультатными. Третья попытка состоялась еще через 100 лет и снова ничего не дала. Только удалось обнаружить, что в центральной части Силбери-Хилла расположен другой меньший по размеру курган, который состоит из почвы и торфа. На тот момент загадкой оставалось даже время возникновения необычного кургана. В 1968 году была организована экспедиция для обследования кургана, спонсором выступил канал BBC. Проводил раскопки тот же археолог, который работал и в Стоунхендже. Все ожидали, что на этот раз ответ на вопрос о предназначении загадочного британского кургана будет непременно найден. Телевизионщики вложили приличную сумму денег, приготовились освещать новые открытия и даже составили расписание телепередач с места событий. Но сенсаций не произошло, и раскопки прекратились. Одни предполагают, что под курганом все-таки есть захоронение какого-то значимого человека. Сам курган при этом может выполнять роль некой священной горы. Другой исследователь выдвинул гипотезу, что Силбери-Хилл является громадными солнечными часами, по которым древние определяли времена года. Третья версия заключается в том, что курган насыпали над местом проведения обрядов черной магии. Из-за увеличенной негативной энергетики место якобы и пришлось засыпать таким внушительным слоем земли. В 2007 году у подножия древнего кургана археологам удалось обнаружить поселение римлян. Известно, что римляне проживали на островах Британии примерно в I-V веках нашей эры. Но, похоже, и для них предназначение Силбери-Хилла было загадкой. Официальной версии предназначения Силбери-Хилла нет. А может быть, цель его возведения просто не может быть понятна современному человеку. 10. Янтарный инклюз. Янтарь – удивительное ископаемое, застывшее более 40 миллионов лет назад смола. Она представляет собой ценность не только для коллекционеров, но и для палеонтологов, ведь с помощью окаменелых фрагментов инклюзов можно изучить изменения в земной атмосфере, флоре и фауне. Само название «инклюз» вошло в обиход от французского слова «инклюзив», включающий в себя. На протяжении столетий янтарь с инклюзами находили в различных уголках планеты, но большая концентрация, около 98% ископаемого, находится на территории Калининградской области. Инклюз или включения в янтаре могут быть как растительного, так и животного происхождения. Порой их содержимое поражает воображение. Помимо комаров, мошек и мух, в янтаре встречаются стрекозы, ящерицы и очень редко даже небольшие позвоночные. Нередки находки янтаря с растительными включениями, а также перьями птиц, шерстью, чешуйками доисторических рыб. 11.
Необыкновенный шеститысячелетний камень Инга и его неподдающееся расшифровке послание. Одной из величайших загадок, найденных на бразильской земле, является неразборчивое послание, начертанное на камне Инга де Параиба. Многие считают его настоящим археологическим сокровищем с глубоким и, возможно, темным смыслом. Давайте рассмотрим эту находку поближе, чтобы понять всю ее сложность. Этот камень, расположенный посреди вод бразильской реки Инга, имеет длину 45 метров и высоту 4 метра. На большей части его поверхности выгравировано множество неопознанных геометрических символов разных размеров и форм. Исследователи, изучавшие этот камень и его гравировку, утверждают, что надпись была сделана около 6000 лет назад. Удивителен, конечно, не возраст гравюр, а их смысл, который остается загадкой для тех, кто пытался их расшифровать. Является ли это древним посланием? Различные теории о его значении. Как и следовало ожидать, десятки археологов пытались интерпретировать послание, скрывающееся за символами, начертанными на камне Инга. Габриэль Баральди – один из них, и в ходе своих исследований он смог выделить в общей сложности 497 различных символов, найденных на камне Инга и в близлежащих пещерах. В большинстве случаев эти символы не имеют очевидного значения, что значительно затрудняет их интерпретацию. Однако в некоторых случаях символы представляют собой небесные элементы и, например, два из них идентичны Млечному Пути и созвездию Ориона. Кроме того, в 1976 году испанский инженер Франсиско Павия Алемани начал математическое исследование археологического памятника. К 1986 году он опубликовал первые результаты, в которых выявил на вертикальной поверхности камня солнечный календарь, на который проецировались тени первых солнечных лучей каждого дня. Многие другие петроглифы на камне были интерпретированы как изображения животных, оружия, плодов и человеческих фигур. Кроме того, один из разделов петроглифов можно трактовать как примитивный указатель, в котором рассказы разделены на разделы, а символ связан с соответствующим номером его главы. Невероятное сходство с письменами других культур. Для археологов, изучавших камень Инга, не составило труда обнаружить сходство между петроглифами, представленными на нем, и рисунками, принадлежащими другим культурам. Сам по себе этот факт заставляет задуматься о времени и пространстве, о том, как и когда люди из других широт планеты посещали Бразилию. Игнатий Ралим, профессор теологии, греческого и латинского языков, утверждает, что символы на камне Инга очень похожи на древние финикийские письмена. С другой стороны, Людвиг Швенхаген, исследователь австрийского происхождения, изучавший историю Бразилии в начале XX века, обнаружил серьезные связи между письмом Инга, финикийскими гравюрами и древнеегипетскими литературными и деловыми текстами. По мнению некоторых исследователей, многие символы на камне Инга схожи с теми, что были найдены в Турции, в Древней Анатолии хеттов. Ряд надписей повествует о пограничной войне между двумя месопотамскими правителями. Другая история повествует о страшном извержении вулкана. Пепел покрыл каменный город на побережье Атлантического океана, подобно тому, как это произошло в Помпеях и Геркулануме. Кто был ответственен за эти гравюры? На сегодняшний день не существует исторических свидетельств, которые бы устанавливали четкую связь между аборигенами Бразилии и изображениями звезд и созвездий. Поэтому можно предположить, что создатели гравюр на камне Инга принадлежали к кочевой общине или группе людей, временно посещавших это место. С другой стороны, точность и аккуратность, присутствующие в каждом из символов на камне, поражают воображение. Инструменты, использовавшиеся в то время для создания гравировок на камне, вряд ли позволили бы сделать такие четкие надписи. Некоторые предполагают, что для высечения наскальных рисунков использовались формы и лавовые трубки из спящих вулканов.
А что, если это были потусторонние существа? Как и следовало ожидать, энтузиасты уфологии поспешили выдвинуть свою версию о том, что создатели гравюр – существа из других миров. В качестве основания для такого утверждения приводится уникальность символов, которые сильно отличаются от тех, что встречаются в других местах. Легко предположить, что в далеком прошлом на Инге приземлился космический корабль. И эти символы были выгравированы инопланетными гостями. Хотя эта теория и пытается объяснить происхождение символов, она мало что говорит о смысле послания, начертанного на скале. Исследования в попытке расшифровать загадочную надпись продолжаются, а предположений о ее глубинном смысле становится все больше и больше. 12. Домашний агрессор и призрачный советник Мангуст по имени Геф. Эта история, произошедшая в 30-х, до сих пор периодически всплывает в прессе, заставляя эзотериков спорить со скептиками в части ее правдивости и реальности. Окончательной точки в споре никто так и не поставил, поскольку истина, как обычно, где-то рядом, но неуловима. Дуарлиш-Кэшен, фермерский дом, где жил Джефф или Геф, был во многом классическим домом с привидениями. Это была старинная усадьба на пустынном островке, расположенном на высоте 725 футов над уровнем моря в холодных серых водах между Англией и Ирландией. В 1917 году супружеская пара Джеймс и Маргарет Ирвинг переехала в Дуарлиш-Кэшен, где к ним вскоре присоединилась маленькая дочь Вуари. После нескольких лет спокойствия внезапно появился Геф. Одним роковым вечером в сентябре 1931 года, после вспышки странных постукивающих звуков, некое существо издало серию рычаний с чердака наверху. Семья Ирвингов отправилась на разведку. Вскоре рычание перешло в булькающие звуки, как позже вспоминал Джеймс Ирвинг в интервью 1937 года, похожие на те, что издает ребенок, учащийся говорить. Очарованный Ирвинг обучил существо английскому языку, произнося слова вслух, чтобы Геф повторял как попугай. Геф был благодарен. В письме, написанном Ирвингом в 1934 году, он вспоминает, как Геф говорил: «В течение многих лет я понимал все, что мне говорили. Я пытался говорить, но не мог, пока ты не научил меня». Геф показался людям через несколько дней после того, как впервые обозначился в доме. Вуари описала существо размером с маленькую крысу, с желтой шерстью и большим пушистым хвостом. Животное сообщило, что оно – мангуст по кличке Геф, который родился в Нью-Дели, Индия, затем на него охотились. Прежде чем он сбежал на остров Мэн, он рассказал семье, что он привязанный к земле дух и призрак в виде мангуста. Однако, что более пугающе, он предупредил, что очень умный, но не всегда добрый. Изначально Геф взял на себя роль домашнего животного, которое также выполняло работу по дому. Ирвинги рассказывали, что Геф охранял их дом, сообщал им о прибытии гостей, предупреждал людей о непотушенном огне. Однако и предупреждения о жестокости существа были правдой. Геф часто выходил из себя из-за Ирвингов, называл Джима толстоголовым гномом и даже угрожал им всем. Вуари боялась Гефа и спала в кровати своих родителей, чтобы не оставаться с ним наедине в темноте. Однако мангусту это не понравилось, и он сказал Джиму: «Я последую за ней, куда бы ты ее ни отправил». Однажды ночью, когда семья попыталась забаррикадировать дверь спальни стульями и коробками, чтобы он не мог войти, Геф заставил дверь выгибаться, пока она не распахнулась. Странные голоса и интерес общественности. Репортаж в местной газете предупредил представителей общественности о странных событиях, и вскоре исследователи паранормальных явлений, а также национальные и международные репортеры прибыли в поместье, чтобы увидеть таинственного мангуста. Хотя обычно он появлялся только перед Ирвингами, пара репортеров утверждала, что видели Гефа. Другие посетители сказали, что слышали странные голоса, эхом отдающиеся от стен. Многие исследователи паранормальных явлений сказали, что это, вероятно, деятельность полтергейста, связанная с подростком Вуари.
Однако скептики обвинили Вуари в чревовещании, заявив, что странные звуки и голоса, казалось, исходили оттуда, где она стояла, а следы, пятна на стене и образцы шерсти, заявленные семьей как доказательство существования Гефа, были идентифицированы как собачьи и принадлежали овчарке Ирвингов, и их обвинили в обмане. Один психолог, который оставался с Ирвингами в течение недели, сказал, что не верит в ложь семьи, объясняя это раздвоением личности Джима. Другая теория заключалась в том, что у семьи развились проблемы с психическим здоровьем из-за обстоятельств. Когда-то богатые и живущие в Уивертри, Ливерпуль, они переехали в Дуарлиш-Кэшен после того, как бизнес Джима по продаже пианино рухнул. В доме не было электричества и телефона, а семья, которая не вписывалась в общество местных жителей и имела для развлечения только граммофон, была крайне изолирована. «Геф, уходи». В июле 1935 года известный исследователь паранормальных явлений Гарри Прайс отправился в Дуарлиш-Кэшен, а позже опубликовал книгу. Он избегал говорить, что верит в эту историю и никогда не сталкивался с Гефом лично, но также признал, что не может найти мотива для того, чтобы семья солгала о событиях. «Я согласен, что в этом замешана вся семья, но все еще остается вопрос мотива. Это, конечно, не для того, чтобы привлечь людей в поместье, потому что они делают все возможное, чтобы держать их подальше. Мотив лежит гораздо глубже, чем простая реклама», – писал он в то время. Когда Джим умер в 1945 году, Маргарет и Вуари покинули свой дом и переехали на материк, продав ферму человеку по имени Лесли Грэм. Как ни странно, в 1947 году Лесли поймал и лишил жизни животное, которое, казалось, не было ни хорьком, ни горностаем, ни лаской и соответствовало описаниям Гефа. Несколько лет спустя он тоже покинул остров, а фермерский дом был снесен. Повзрослевшая Вуари утверждала, что история семьи была правдой. В 1970 году журналистка журнала Fate разыскала ее и взяла интервью о необычном опыте. Да, там был маленький зверек, который разговаривал и делал все эти и другие вещи. Он сказал, что он мангуст, и мы должны назвать его Геф. Но я действительно хотела, чтобы он оставил нас в покое. Она умерла в 2005 году и унесла с собой в могилу настоящую тайну Гефа, оставив эту странную историю вечной загадкой. Давние расследования нашли продолжение в фильме Адама Сигала «Нандер Фодер и говорящий мангуст», который вышел на экраны в 2023 году. Роль парапсихолога Фодера сыграл британский актер и комик Саймон Пегг, а голосом Гефа стал писатель Нил Гейман. Несмотря на все причудливые истории, связанные с Гефом, никаких конкретных доказательств происхождения мангуста или его источника так и не было найдено. Страдали ли Ирвинги от коллективного бреда? Был ли Геф проявлением бессознательного разума Джеймса Ирвинга? Было ли все это выдумкой? Никто не знает. Но таинственная история говорящего мангуста Гефа продолжилась теперь уже на большом экране. 13. Человек-рентген Худа Бухш. С приходом эпохи комиксов и кино супергерои, способные видеть людей и неодушевленные объекты насквозь, перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Но в истории существовал реальный человек, претендовавший на звание живого рентгена. Способность неоднозначная, но и персонаж, ею обладавший, тоже спорный. Худа Бухш, пакистанский фокусник, родился в 1905 году. В середине 1930-х годов привел многих в замешательство своей якобы способностью видеть без глаз. Он также ходил по раскаленным углям, позволял похоронить себя заживо на 3 часа и мог по команде остановить сердце и пульс. Но именно его рентгеновское зрение представляло особый интерес для многих, кто в то время изучал подобные возможности, в том числе и для французского писателя Жюля Ромена.
Известный исследователь паранормальных явлений Гарри Прайс описал убеждения Ромена в своей книге «Признание охотника за привидениями», поскольку сомнамбулические субъекты могут с удивительной легкостью управлять собой с закрытыми или даже забинтованными глазами. Они приобретают необычайную тонкость ощущений и умеют использовать тысячи признаков, мимо которых человек в бодрствующем состоянии проходит незаметно. Их слух, осязание и обоняние претерпевают гиперестетические изменения и иногда умудряются занять место зрения. Бухш демонстрировал свои таланты, завязав себе глаза хирургическими бинтами, скотчем, ватой, маской и вдобавок залепив тестом, закрывающим глазницы. Его лицо было полностью закрыто, за исключением носа. Затем он стал читать все, что перед ним ставили. Человек с рентгеновским зрением даже продемонстрировал свои способности, проехав на велосипеде по оживленным улицам Лондона с завязанными глазами. В 1935 году он провел несколько тестов для Прайса и других исследователей в Совете по психическим исследованиям при Лондонском университете. Прайсу разрешили выбрать любую книгу с полки и перевернуть ее на любую страницу. «Я положил палец на абзац», – писал Прайс, и попросил его прочитать вслух. Он сделал это сразу же, почти так же быстро, как читатель просматривает эту страницу. Не было ни малейшего признака колебаний. Перед ним положили другие книги, одни с крупным шрифтом, другие с мелким. Он прочитал их все, его метод завязывания глаз был ключом к его способностям. Бухш не позволял просто надеть ему на голову мешок. По словам Прайса, это было связано с тем, что факир утверждал, что видит через ноздри или с их помощью. Это объясняло, почему во время выступлений его нос всегда был на виду. Это звучит немного абсурдно, но Ромен продвигал аналогичную идею относительно зрения без глаз. Как объяснил Прайс, Ромен утверждает, что необходимо оставить ноздри свободными, чтобы его испытуемые с завязанными глазами или слепые различали цвета. Он говорит, что слизистая оболочка носа чувствительна к свету и к различным цветным областям спектра. Эта функция резко отличается от обоняния. Роль, которую играет слизистая оболочка носа, приводит нас к следующему вопросу. Расположен ли неизвестный орган внеретинального зрения в одной части тела? Локализован в одной или распространен по многим? Несмотря на это, Прайс и его команда пришли к выводу, что Бухш был необычным артистом, но не обладал рентгеновским зрением. Независимо от заключения Прайса, Худо продолжал демонстрировать зрителям свои рентгеновские подвиги. Однако 3 года спустя на демонстрации в отеле с участием 300 человек ему предложили $10 000, если он сможет читать с обычным мешком на голове. Предложение было сделано Джозефом Даннингером, фокусником и президентом Всемирного совета по психическим исследованиям. Бухш отказался, сказав, что его душа наделяет его способностью читать сквозь препятствия только в том случае, если это делается по его собственному желанию, а не за деньги или по принуждению. Шоу продолжилось, и артист, как обычно, приготовил повязки на глаза, которые в этот раз включали салфетки из отеля. Затем он читал слова на доске, из газет и многое другое. Публика была поражена. И все же, как описано в газетной статье, но всегда нос Худы Бухша торчал из обертки, и он наклонял голову назад таким образом, что скептики могли предположить, что в тесте с левой стороны его носа есть небольшая щель, через которую он может читать. Репортер спросил, может ли он прочитать карточку, которую положил в салфетку, точно такую же, какую факир использовал при завязывании глаз. «Нет, салфетки должны соприкасаться с моим телом», – ответил фокусник. Он закончил демонстрацию и убрал бинты, тесто и салфетки. Любопытный репортер взял одну из отброшенных салфеток и прижал ее к голове артиста. «Я прикладываю ее к вашему лбу», – сказал журналист. «Теперь тесто не мешает, только одна из нескольких салфеток, через которые вы читали раньше. Можете ли вы прочитать название банка на этом чистом чеке, который я достаю из кармана?» Бухш ответил, что не может.
Представление было окончено. Присутствовавший на представлении психолог, который до этого момента находился под впечатлением, внезапно разочаровался. «Боже мой!» – воскликнул он. «Значит, это всего лишь какой-то ловкий трюк». Тем не менее, это был настоящий фокус. Джозеф Даннингер, один из самых прославленных менталистов мира, объяснил одной газете, как это работает. Способ чтения с завязанными глазами насчитывает более 3 столетий, и большинство фокусников, работающих сегодня, от него отказались. Это очень просто и может быть выполнено большинством людей, имеющих некоторую практику. Чтение ведется вдоль боковой стороны носа. Впадина у глаз и переносица дают достаточно места для того, чтобы смотреть вниз на предмет, который держит в руках так называемый мистик. Впрочем, официально способности Бухша так и не были опровергнуты. На основе истории фокусника в 2023 году был снят фильм «Удивительная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Сюжет строится на основе одноименного рассказа Роальда Даля и повествует о способности героя видеть сквозь карты и предсказывать будущее. 14. Дабхар-Чу – повелитель выдр из озер Ирландии. В народном фольклоре разных стран присутствуют персонажи, объединяющие черты разных животных. Чего больше у этого загадочного героя ирландского фольклора сразу и не определить. Когда человек представляет себе страшных водоплавающих существ, выдры, как правило, не лидируют в списке. Ведь они милахи, хоть и хищники. Но как насчет гибрида выдры и волка, который достаточно силен, чтобы разбивать камни своей головой? Это уже настоящая жуть. Ирландский фольклор сам по себе довольно жуткий. В нем масса странных мифических существ, и среди них выделяется ужасающий Дабхар-Чу, мифическое создание, захватившее воображение многих поколений. Считается, что этот странный зверь обитает в озерах и водоемах Ирландии, и за многие годы его видели множество раз. Однако один из случаев выделяется среди других. Это трагическая история о гибели женщины и последующей мести ее мужа. Интересно, что в отличие от большинства фольклорных историй, существуют доказательства того, что она имела место. И что Дабхар-Чу действительно может существовать. Чудище дальних берегов. Истории о Дабхар-Чу рассказывают много веков. Поскольку речь идет об ирландском фольклоре и устных рассказах, детали меняются от истории к истории. Дабхар-Чу обычно изображают как своего рода гибрид собаки и оленя или собаки и рыбы. Очевидцы часто описывают его как собаку с черным или коричневым склизким мехом. Другие говорят, что он белый с черными ушами или даже полосатый. Относительно недавно, в 2000 году, на острове Оуэй в Канемаре была замечена королевская выдра, крупное животное с темным мехом и ярко-оранжевыми ластами. По оценкам, длина зверя составляет около 2 метров, поэтому некоторые называют его ирландским крокодилом. Однако это прозвище немного вводит в заблуждение, поскольку, как утверждается, у этого существа нет никаких других черт рептилии. Согласно легенде, кожа зверя обладает магическими свойствами. Считается, что всего один клочок шкуры защитит корабль от затопления, не даст дому рухнуть и защитит владельца от любого вреда. К сожалению, получить эту шкурку не так-то просто. Житель глубин очень живучий, и Дабхар-Чу можно убить только серебряной пулей. И, к сожалению, тот, кто убьет его, сам погибнет ровно через 24 часа. Это еще не самое худшее. Если в ваши планы входит охота на Дабхар-Чу, даже при таком раскладе, вам понадобится серьезная защита. Легенда гласит, что они не прочь полакомиться человеческой плотью и всегда живут парами. Хотя они живут в воде, но с удовольствием преследуют двуногую добычу на суше и невероятно быстры. А еще они достаточно сильны, чтобы пробивать головой огромные валуны. При этом парочки верны друг другу на протяжении всей жизни. И горе тому, кто убьет одного из Дабхар-Чу. Эти существа были замечены по всей Ирландии, и некоторые считают, что они мигрируют.
Их видели в озерах, реках и на побережье Ирландии. Например, 1 мая 1968 года двое местных жителей заметили одного из них на острове Ахилл. Британский фольклорист доктор Кэтрин Брикс также нашла сообщение о том, что Дабхар-Чу видели в Дху-Хилл. Предположительно, его сопровождали более сотни других обычных выдр. Легенды о Дабхар-Чу, несмотря на то, что за годы существования Дабхар-Чу были, так сказать, замечены множество раз, легенд, связанных с ними, не так уж и много. На самом деле существует только одна, хорошо задокументированная, хотя у нее есть несколько различных вариаций. Это история о том, как 22 сентября 1722 года на женщину по имени Грейс Конноли напали, когда она стирала одежду в Глинейт-Лав, озере в графстве Антрим. Из воды выскочило огромное чудовище и напало на нее. Вскоре после этого ее обеспокоенный муж Терренс отправился на поиски и обнаружил Дабхар-Чу, отдыхающего рядом с бездыханным телом жены. Разъяренный муж набросился на тварь и то ли пронзил ее кинжалом, то ли застрелил из ружья. С предсмертным вздохом чудовище издало леденящий кровь вопль, который эхом разнесся по округе. Этот крик вызвал из озера второе чудовище, готовое полакомиться человеком. Вот здесь-то и возникает путаница в деталях истории. В некоторых версиях сказки зверь нападает на Терренса, который пытается бежать, но его испуганная лошадь уносится прочь. И Терренс вынужден сражаться со вторым, более крупным Дабхар-Чу. Однако в самой известной версии этой истории, рассказанной фольклористу Джо МакГоуэну, местным жителям Патриком Доерти, все происходило иначе. Во-первых, у Терренса был спутник, либо друг, либо брат, а во-вторых, его лошадь не убежала. Терренс выхватил свой клинок и пронзил им шею чудовища, когда оно попыталось напасть на коня. Доказательства активности Дабхар-Чу – это, конечно, забавная история, но самое интересное в легенде то, что у нее есть доказательства. На кладбище Конвол в Гленаде, графство Лейтрим, можно найти надгробие, на котором изображен Дабхар-Чу в его последние мгновения. Надгробие посвящено Грейс, а ее муж записан как Тер Маклохлин, сокращение от Терренса. Предположительно, у Терренса было такое же надгробие, но в какой-то момент оно было утеряно. Кроме надгробия Грейс нет никаких веских доказательств. В 2000 году ирландский художник Шон Каркаран утверждал, что заметил и сфотографировал Дабхар-Чу на острове Овей, когда готовил туристический путеводитель по этому району. Он был настолько убежден в том, что видел, что включил свою историю в путеводитель, который был выпущен на DVD в 2009 году. В последние годы Дабхар-Чу привлек внимание криптозоологов, которые выдвинули свои собственные теории. Некоторые из них довольно надуманны и включают в себя путешествия во времени, перемещенных лохнесских малышей и даже фей. Однако одна из популярных теорий не так уж безумна. Было высказано предположение, что Дабхар-Чу – потомок Сиамагейл-Малиутре, древнего родственника современной выдры. Эти ужасающие гигантские выдры были размером с крупного волка, весили около 50 килограммов и обладали мощной пастью, которые легко дробили кости или панцирь их добычи. Единственная проблема с этой теорией заключается в том, что Сиамагейл-Малиутре существовал около 6 миллионов лет назад, а его окаменелости найдены только в Китае. Дабхар-Чу должен быть мигрирующим, но, конечно, не до такой степени. В Амазонии до сих пор живут гигантские выдры. Однако они не настолько велики, чтобы быть Дабхар-Чу, и к ним применима та же проблема географии. Они обитают в Южной Америке, а не в Ирландии. К сожалению, несмотря на все случаи наблюдений, кажется совершенно очевидным, что Дабхар-Чу – это всего лишь очередная забавная легенда. Настоящий или выдуманный, Дабхар-Чу вплетен в полотно ирландских легенд, и история о нем передается из поколения в поколение, пленяя сердца и умы тех, кто осмеливается погрузиться в царство неизведанного. 15.
тайны горы Кайлас, которой подвластны законы времени. Гора Кайлас – другое название Кангринбочи, расположенная в Западном Тибете и являющаяся самой высокой горой в этом районе. Уникальная и загадочная. Ее отличает четырехгранная пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями, ориентированными почти точно по сторонам света. Вокруг нее ходит множество интригующих историй и легенд, что делает вершину местом, вызывающим восхищение как у местных жителей, так и у путешественников и туристов со всего мира. Одна из самых загадочных возможностей тибетского пика заключается в том, что люди, проводящие время в окрестностях, стареют быстрее, чем обычно. Говорят, что волосы и ногти растут с ненормальной скоростью. Этот феномен до сих пор не объяснен современной наукой. Для буддистов гора Кайлас имеет особое значение, поскольку считается сердцем творения. В соответствии с верованиями местных жителей, на этой горе обитает Бог Небес. Из-за ее духовного значения восхождение на гору Кайлас строго запрещено. Соответственно, в связи с этим даже точную высоту установить не получилось. Разные исследователи считают, что она составляет от 6638 до 6890 метров. В соответствии с легендой, на вершину смог подняться лишь один монах в далеком XI веке. На горе Кайлас также расположено озеро Манасаровар, за права на которое ведутся исторические споры. Вокруг этого места ходит множество мифов и легенд, некоторые из которых гласят, что здесь обитает божество. Интересно, что никому, ни путешественникам, ни ученым, ни даже спутникам не удалось раскрыть тайны Кайласа. Далеким от религии и мистики исследователям при попытке подъема обязательно что-то мешает: плохая погода, отклонение от маршрута, недомогание, ненужные тропы. А поскольку взобраться на вершину не представляется возможным, люди нашли альтернативу и придумали особый ритуал. Если обойти Кайлас по кругу у подножия, то человеку простятся все грехи, а душа обретет спасение вне зависимости от религиозных воззрений. Но есть нюанс: человек должен быть чист душой. Хотя бы относительно. Поскольку фиксировались случаи, что много грешившие люди после обхода ощутимо постарели, у них наметились новые морщины, удлинились ногти, а у мужчин за день отрастала недельная щетина. Ее вершина остается неприступной, и ни одна известная тропа не ведет к ней. Более того, в окрестностях горы есть как пресноводные, так и соленые озера, происхождение которых по-прежнему окутано тайной. Легенда гласит, что на горе Кайлас обитает неуловимый йети, снежный человек. Те, кто пытался подняться, рассказывали о сверхъестественных явлениях и ощущениях, что их тело перестает нормально функционировать и подчиняться. Ученые даже отмечали, что ночью гора Кайлас меняет форму и очертания. Ходят слухи, что в темное время суток с Кайласа доносятся странные звуки. На горе также есть место, называемое Дверь Ямы, которое считается входом в царство бога смерти. Кроме того, гора Кайлас известна тем, что в небе над вершиной появляется особый многоцветный свет. Хотя ученые предполагают, что это явление может быть связано с магнитной активностью, истинная причина остается неясной. Способность горы загадать миру столько загадок без ответов действительно поражает. Ну а те, кто не особенно верит в мистику, могут просто полюбоваться величественным заснеженным пиком, который достоин считаться одним из величайших природных чудес планеты. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки.
Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 16. Загадка лиц Бельмеса. Любители мистики предпочитают, чтобы некоторые загадки так и оставались неразгаданными. Ведь это дает пищу для размышлений, возможность пощекотать себе нервы и оставить лазейку для даже самых невероятных вариантов. Пример такой загадки – лики Бельмеса. Когда в августе 1971 года жительница испанского городка Бельмеса, Мария Гомес Камара, заметила на полу своей кухни пятно, она и предположить не могла, что станет центром одного из самых таинственных мистических случаев XX века. Без всякой видимой причины пятно начало расширяться и в конце концов превратилось в лицо. Пока лицо образовывалось, пятно сменило положение. Напуганная этим, Камара несколько раз пыталась ликвидировать загрязнение, энергично моя его и оттирая всеми доступными средствами. Все усилия оказались напрасными, поэтому женщина обратилась за помощью к своему мужу Хуану и сыну Мигелю. Решение мужчины оказалось простым и радикальным. Вместе с сыном он с помощью кирки разворотил весь пол и залил новый. Примерно через неделю все вернулось на круги своя. И лицо тоже. Подпольные скелеты. Семья по-прежнему хотела, чтобы это изображение пропало. Но слухи начали быстро распространяться среди жителей маленького испанского городка. Когда мэр узнал о лике Бельмеса, как его окрестили, он запретил трогать изображение. Его аккуратно вырезали для дальнейшего изучения. Когда на участок пришли геодезисты, было принято решение раскопать кухню. На тот момент это считалось оптимальным способом попытаться понять причину появления лица. На глубине почти 3 метров под полом кухни были зарыты несколько скелетов. У некоторых отсутствовали черепа. Перед тем, как останки были погребены на кладбище, кости проверили. Их примерный возраст составил около 700 лет. Оставшуюся яму засыпали и залили новый пол из бетона. Если Мэрия и Камара думали, что их 15 минут славы закончились, то они ошибались. Прошло несколько недель тишины, пока не появилось еще одно лицо, уже другое. Возникновение и перемещение. На этот раз все было иначе. Вместо одного лица, которое появлялось и не желало пропадать, на полу стали появляться сразу несколько. Одно лицо появлялось на цементном полу, пропадало, а на смену ему приходило другое. Иногда такое мельтешение происходило в течение нескольких часов. Некоторые из лиц Бельмеса были лицами женщин и детей. На этот раз слухи об этом происшествии не ограничились городом. Сообщения распространились по всей стране и даже за рубежом, дойдя до Германии и ее знаменитого исследователя паранормальных явлений доктора Ганса Бендера. Именно Бендер назвал это происшествие самым важным случаем века. С самого начала семья хотела лишь избавиться от призраков, поселившихся в доме. Теперь им пришлось пережить новый ужас – зевак. В дом лавиной хлынули любопытные всех мастей, студенты, ученые, священники, полицейские, журналисты и скептики. Все хотели своими глазами увидеть это необъяснимое явление. Было начато полномасштабное расследование. Образцы использованного бетона были отправлены на исследование в Институт керамики и стекла. Там не нашли никаких признаков задействования пигмента, красителей или краски, что исключало мистификацию. Оставшаяся часть пола была сфотографирована по частям и покрыта оболочкой, которая была запечатана по краям.
Наконец, двери и окна были опечатаны воском. Съемочная группа немецкого телевидения снимала все эти меры предосторожности, при этом присутствовали и местные высокопоставленные чиновники. Удовлетворившись тем, что никто не сможет незаметно вмешаться в происходящее, они оставили кухню в покое на 3 месяца. Когда официально сняли печать, лица Бельмеса уже переместились и изменились. Версии и предположения, необъяснимые загадки, происходящие в доме, привлекли внимание исследователей. Были проведены эксперименты, призванные доказать или опровергнуть мистификацию. Одни тесты не дали результатов, другие показали, что на бетонном полу не было никаких красящих веществ. Рассматривались и другие предположения о возможных причинах всего этого. Одной из главных версий стал процесс мыслеграфии. Это способность, позволяющая человеку намеренно или случайно проецировать изображение на поверхность. Главной подозреваемой стала хозяйка дома Мария Камара. Изучая лица, ученые отметили, что многие выражения точно повторяли мимику Марии в момент их появления. Еще одним доказательством в пользу этой теории стал тот факт, что лица обычно появлялись в присутствии женщины. Когда ее не было дома, активность ослабевала. Контраргумент против этого предположения появился утром 3 февраля 2004 года. Мария Камара, к сожалению, скончалась. Но лица продолжали появляться на полу ее кухни. И хотя есть немало скептиков, считающих, что это грамотно спланированная долгоиграющая мистификация, другие верят, что феномен реален и продолжает проявляться и по сей день. 17. Тайна пропавшего гения Эттере Майораны. Этот человек отличался от других особым складом ума. И пропасть он тоже ухитрился особым образом, так что над исчезновением ученого до сих пор ломают головы современники. Работы Эттере Майораны оказали огромное влияние на мир физики. Он работал с величайшими умами XX века, вдохновлял их, помог открыть нейтрино и тем самым дать начало новой эре в физике. Почему же он не так известен, как некоторые из его коллег? Блестящий итальянский физик-теоретик Майорана бесследно исчез в 1938 году, оставив после себя пустоту, в которой эхом отдаются вопросы без ответов. Его вклад в квантовую механику и физику частиц был очень значительным, но обстоятельства загадочного исчезновения стали причиной десятилетий спекуляций и интриг. Был ли он убит? Свел ли он счеты с жизнью? Или он сбежал, чтобы начать жизнь заново? Когда в 2011 году его дело было вновь открыто, у людей возникло еще больше вопросов, чем было прежде. Гений Майораны. Эттере Майорана родился 5 августа 1906 года в Катании, Сицилия, в семье Фабио и Доминики Майораны, урожденной Миглиарини. С ранних лет мальчик демонстрировал таланты в математике и легко перемножал большие числа и вычислял квадратные и кубические корни в уме. В детстве он, по слухам, был до ужаса застенчив, и эта черта характера сохранилась у него до зрелых лет. В 1923 году он отправился в Рим, где начал изучать инженерное дело. 5 лет спустя Майорана с подачи знаменитого физика Эмилио Сегри принял решение, которое навсегда изменило науку, и переключился на физику. Он быстро присоединился к Энрико Ферми, человеку, который изобрел первый ядерный реактор. Его вклад сыграл важную роль в развитии теоретических основ квантовой физики. Работа Майораны была направлена на понимание природы частиц, в частности фермионов, и его идеи оказали важное влияние на эту область. В 1929 году, всего в 23 года, Майорана получил степень по физике в Римском университете Ла Сапиенца. Опубликованная им 3 года спустя работа способствовала появлению совершенно нового направления в атомной физике – радиочастотной спектроскопии. Вскоре после этого, в 1933 году, он покинул Италию и отправился в Лейпциг,
где работал с другим выдающимся физиком Вернером Гейзенбергом, пионером квантовой физики. Исследования Majorany не только помогли совершить революцию в нашем понимании квантовой физики. Он работал с некоторыми из самых известных физиков того времени, помогая им завершить свои исследования. Все, кто взаимодействовал с Эттере, быстро прониклись большим уважением к ученому. Основные достижения. В течение десятилетий некоторые из величайших достижений Majorany оставались незамеченными. Во многом это было связано с тем, что он ненавидел внимание к себе. Он редко принимал прямые заслуги за свои открытия, считая их скучными и невыразительными. За всю свою карьеру он опубликовал всего 9 работ. Самым заметным его вкладом стала формулировка уравнения Majorany, новаторской теоретической основы, которая описывала частицы, способные быть своими античастицами. Эта концепция, известная как фермионы Majorany, изменила понимание физики частиц. Помимо уравнения Majorany, он сделал значительный шаг в изучении нейтрино, внеся ценный вклад в понимание их свойств и поведения. Ферми хотел, чтобы Majorany написал статью о своем открытии, но застенчивый Эттере отказался. В следующем году другой физик с помощью эксперимента доказал, что нейтрино Majorany существует, и получил за это Нобелевскую премию. Его достижения были настолько впечатляющими, что в 1938 году, в сравнительно раннем возрасте 31 года, Эттере стал профессором теоретической физики в Неаполитанском университете. От него не требовалось сдавать экзамены или подтверждать свои полномочия, поскольку он достиг славы в области теоретической физики благодаря уникальным знаниям. Исчезновение. В 1933 году Majorany заболел гастритом и стал сильно худеть. Это еще больше отразилось на его поведении, и на 4 года он стал почти полным затворником. Мужчина, заперся в доме, редко посещал университет и отказывался общаться с семьей и друзьями. В течение этого времени он ничего не публиковал, работая над своими теориями. Ситуация улучшилась в 1938 году. К тому времени он достаточно оправился, чтобы занять должность в Неаполитанском университете, но это продолжалось недолго. 25 марта 1938 года он исчез при крайне странных обстоятельствах. Кажется, у каждого, кто его знал, была своя версия того, что произошло. Все началось с того, что молодой ученый снял все свои деньги в банке, а затем отправился в Палермо из Неаполя. Предполагается, что он ехал туда, чтобы навестить друга Эмилио Сегри. Находясь в Палермо, Majorany купил обратный билет в Неаполь, но так и не воспользовался им. Вскоре после покупки он отправил письмо своему начальнику, Антонио Карелли, директору Неаполитанского института, в котором сообщил, что не собирается возвращаться. Он извинялся за доставленные неудобства и просил прощения. Но самым странным было то, как он закончил письмо, загадочно заявив: «Я прошу помнить обо мне всех тех, кого я узнал и оценил. Я буду хранить светлую память о них по крайней мере до 11 вечера сегодняшнего дня, а возможно и позже». Его тело так и не было найдено, а исчезновение оставалось загадкой на протяжении десятилетий. Некоторые из бывших коллег Majorany подозревали, что он свел счеты с жизнью. В прошлом он был неспокоен, переутомлялся и вел себя странно. Слова об 11 вечера звучали как признак завершения чего-то. Поэтому некоторые полагали, что физик бросился в океан. Другие задавались вопросом, не ушел ли он в монастырь. Majorany вырос в католической семье и оставался религиозным человеком, несмотря на свои научные взгляды. Многие члены его семьи считали, что он оставил прежнюю жизнь, чтобы жить проще и чище. Его старый духовник, монсеньор Ричери, заявил, что Majorany никогда бы не покончил с собой, но в прошлом пережил мистические кризисы. Есть и те, кто считает, что он был похищен или убит. Когда Majorany впервые отправился в Германию для работы с Гейзенбергом, немцы были у власти, но Вторая мировая война еще не началась.
Предполагается, что Майорана мог быть похищен или убит, чтобы предотвратить использование его гения для создания атомного оружия. Закрытие дела. Другая популярная версия заключалась в том, что Майорана эмигрировал в Аргентину или Венесуэлу, чтобы начать новую жизнь. В 2011 году прокуратура Рима возобновила дело о пропаже Майораны после того, как появился свидетель, утверждающий, что встречал ученого в Буэнос-Айресе после Второй мировой войны. В июне того же года полиция Италии объявила, что проанализировала фотографию мужчины, сделанную в Аргентине в 1955 году. С помощью программы распознавания лиц было установлено, что лицо мужчины имеет 10 точек сходства с лицом Майораны. Они решили, что это, скорее всего, один и тот же человек. Спустя 4 года, 4 февраля 2015 года, прокуратура Рима объявила, что дело закрыто. Они считали, что Майорана был жив и проживал в Валенсии в 1955-1959 годах. У полицейских не было оснований полагать, что Майорана был вынужден уйти из жизни, и они считали, что он сделал это по личному выбору. Правильно ли поступили власти? Не все в этом убеждены. Многим кажется, что дело, длившееся десятилетиями, было завершено слишком аккуратно и быстро. Очень много вопросов осталось без ответа. Почему он это сделал? Чем он занимался все эти годы? Что случилось с Майораной в итоге? Несмотря на обширное расследование и повторное открытие дела, тайна так и осталась нераскрытой. Теории о его судьбе, начиная с добровольного исчезновения до политических мотивов, только подчеркивают неоднозначность, окутывающую последние дни жизни этого гениального физика. Исчезновение Ettore Majorany продолжает будоражить воображение, напоминая нам, что в погоне за сложной научной истиной некоторые самые простые житейские вопросы остаются неразрешенными. 18. Фотограф души мыслеформ Ипполит Бородюк и его наработки. Существование души – тема, о которой спорили и продолжают спорить представители самых разных областей знаний, начиная с физиков и биологов и заканчивая мистиками и религиозниками. Параллельно с ними начались и споры касаемо возможности ее запечатлеть. Определенных успехов в этом достиг этот человек. Направление фотографирования духов появилось во второй половине XIX века, заставив многих поверить, что призраки близких людей находятся рядом с ними. Креативные фотографы были оппортунистами, извлекающими выгоду из новой среды и новых верований. Но французский врач и парапсихолог доктор Ипполит Бородюк пошел еще дальше. Он утверждал, что может фотографировать мысли, эмоции и даже душу. В 1896 году он сообщил Парижской медицинской академии, что ему удалось успешно сфотографировать мысли. Согласно отчетам, его метод был предельно прост. Человек, чьи мысли должны быть сфотографированы, входит в темную комнату, кладет руку на фотопластинку и сосредоточенно думает о предмете, изображение которого он хочет получить. Большинство снимков, предоставленных Бородюком в качестве доказательства, были очень мутными, но на некоторых можно было различить черты лиц и очертания предметов. Но он проводил испытания не только на людях. «Я проводил эксперименты на голубях, а также на свежем молоке», – рассказывал Бородюк. Более того, есть свидетельства того, что даже растения обладают достаточной чувствительностью, чтобы сделать их подходящими объектами для подобных экспериментов. Один мой знакомый португалец сфотографировал несколько растений, которые он только что собрал, но не получил никакого результата. Тогда он разорвал их на куски, раздавил в руках. И на этот раз он не был разочарован. Пластинка содержала жидкие слепки, очень похожие на те, которые получаются, когда объектом исследования является больной человек. В апреле 1907 года Бородюк перешел на принципиально новый уровень обучения. Его сын, Андре, скончался в возрасте 19 лет.
Через 9 часов после этого Бородюк сфотографировал гроб и обнаружил туманное облако, исходящее от всего вокруг. 6 месяцев спустя, 15 октября, Бородюку выпал печальный шанс продолжить свои занятия с женой Надин, теперь уже у ее смертного одра. Подготовив к этому событию фотоаппараты, он через 20 минут после кончины сделал снимок, который, по его словам, показал уходящую душу. На снимке видны 3 туманных светящихся облака над телом Надин. На фотографии, сделанной примерно через 30 минут, видно одно облако большего размера. Вскоре после этого оно покинуло тело и вплыло в спальню Бородюка, создав ледяной ветерок, прежде чем полностью покинуть ее. Бородюк сделал еще одну фотографию своей жены почти через час после ее смерти. Здесь 3 туманных облака как бы образуют одно большое. Хьюарт Каррингтон, писатель и журналист, автор более 100 книг о паранормальных явлениях, считающийся самым авторитетным американским исследователем, парапсихологом первой половины XX века, рассказал об этих явлениях в своей книге «Проблемы психических исследований», вышедшей в 1921 году. В этой идее нет никакого абсурда, как многие могут предположить. Конечно, духовное тело должно быть достаточно материальным, чтобы отражать световые волны, но где доказательства, что это не так? Напротив, есть много доказательств того, что оно таковым является. Следует помнить, что фотоаппарат открывает бесчисленное множество вещей, совершенно невидимых невооруженным глазом или даже глазом, которому помогают самые сильные очки или телескопы. Обычно мы видим на небе всего несколько сотен звезд, с помощью телескопов – многие тысячи, но фотоаппарат открывает более 20 миллионов. Итак, вот прямое доказательство того, что фотоаппарат может наблюдать то, что мы не можем видеть. И действительно, весь этот процесс зрения или видения гораздо сложнее, чем многие себе представляют. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы сфотографировать дух, когда мы можем сфотографировать изображение в зеркале, которое состоит просто из вибраций, причем отраженных вибраций. В таком случае мы находимся далеко от материальной вещи. И все же мы можем сфотографировать ее с помощью обычной камеры. Любое возмущение в эфире мы сможем сфотографировать подобным образом. Если только у нас будут достаточно тонкие приборы и если условия для эксперимента будут благоприятными. Феномены спиритической фотографии и особенно эксперименты доктора Бородюка, на которые я сейчас сошлюсь, казалось бы, указывают на это. Как считаете, реально ли запечатлеть на фото мысленные формы и другие невидимые глазу предметы? 19. Умница доктор Готфрид Кнохи, его странные желания и загадочные мумии. Гений и безумство очень часто шествуют рука об руку. Видимо, для гениальных открытий и изобретений одного только таланта мало. И у человека должно быть специфическое мышление. Как, к примеру, у этого. Готфрид Кнохи родился в Хальберштадте, Германия, в 1813 году. Прославился благодаря изобретению особой бальзамирующей жидкости, с помощью которой он создал десятки мумифицированных тел. В 1840 году Кнохи эмигрировал из Германии в Венесуэлу и поселился в Ла-Гуайре, городе на севере страны. Там он довольно быстро влился в ряды местного населения и основал больницу Сан-Хуан-де-Диос, где работал в 1854-1856 годах. Поселившись здесь, Кнохи женился на местной девушке и начал работать врачом. Доктор быстро завоевал репутацию благотворителя, бесплатно ухаживая за бедными пациентами и неустанно борясь с эпидемией холеры, поразившей регион в то время. Увлеченный, целеустремленный и энергичный медик помимо основной работы, спасения жизни, интересовался и, так сказать, обратной стороной медали. Он упорно работал над тем, чтобы научиться избегать неумолимого процесса разложения тел после смерти. Кнохи начал экспериментировать с невостребованными телами.
оставшимися после войны, что было очень и очень нестандартной практикой для врачей того времени, вывозя их на лошадях из больницы Сан-Хуан-де-Диос в свою лабораторию, расположенную на Асьенде Буэна-Виста в Пальмар-дель-Пикачо в Галипане. Со временем Кнохи разработал формулу жидкости, которую можно было вводить в тело для его сохранения в первозданном виде без удаления внутренних органов. Доктор сохранил таким образом несколько мумифицированных тел для изучения в своей лаборатории. Кнохи предвидел свою смерть и позаботился о том, чтобы Амелия Вайсман, его помощница и сиделка, по одной из версий женщина была его двоюродной сестрой, отвечавшая за введение в тела мумифицирующей сыворотки, приготовила состав и для его собственного сохранения. Он попросил помощницу ввести ее, прежде чем запереть себя в мавзолее на вечные времена. Амели, верная помощница доктора, которую местные прозвали Авильской ведьмой, исполнила его последнюю волю. Почти четверть века оставалась хранительницей усадьбы, а затем последовала за Кнохом в мир иной в 1926 году. Доктор Томас Ландер, известный венесуэльский журналист и политик, и Франциско Линарес Алькантара, президент Венесуэлы в 1878-1879 годах, как говорят, были мумифицированы Кнохи. Мумия Ландерса пролежала в его доме около 40 лет, прежде чем его похоронили. В 1929 году экспедиция на ферму обнаружила, что многие мумии были извлечены из своих ниш и разбросаны по земле. В то время были сделаны немногочисленные фотографии, на которых запечатлели безмолвных жителей Асьенды. Буэна-Виста, расположенная на территории национального парка Эль-Авила, лежит в руинах. Мавзолей разграбили, но частично восстановили. Помимо Кнохи в нем покоятся останки его дочери Анны, 1840-1879, ее мужа Генриха Мюллера, 1822-1881, и брата Кнохи Вильгельма, 1817-1874. Супруга доктора вернулась в Германию, потому что ей не понравилась изоляция и атмосфера на Асьенде, а судьба сына Анны, Освальда, неизвестна. Что примечательно, первая экспедиция обнаружила при посещении и мумифицированных собак, которые, видимо, по замыслу создателя охраняли это странное место и покой его обитателей. До сих пор точный состав вещества, которое использовал доктор для сохранения тел, так и не был обнаружен. Считается, что его жидкость была основана на соединении хлорида алюминия, но точная формула так и не нашлась, если таковая вообще была записана. Отдельные студенты-медики все еще посещают мавзолей в попытке разгадать секрет, как и любители экстрима и страшных историй. Но уже скоро руины окончательно поглотят леса, так и оставив неразгаданной загадку таинственного доктора. 20. Фатальное предсказание для необычных сестер. Появление на свет жизнеспособных сиамских близнецов само по себе похоже на чудо. А жизнь этих оказалась еще и тесно переплетена с мистикой. Роза и Жозефа Блажек, сиамские близнецы из Богемии, годы жизни 1878-1922, относившиеся к категории так называемых пигопагов, то есть сросшихся в области крестца. Судьба девушек была предопределена, они работали на ярмарках, демонстрируя себя за деньги. Но, что интересно, сестрам была открыта тайна их собственной смерти. В 1922 году сбылось одно из самых необычных предсказаний – смерть Розы и Жозефы Блажек, известных сросшихся близнецов. Незадолго до смерти 30 марта 1922 года некая Кэрри Ходекер из Уэлстона, штат Миссури, обратилась к своей спиритической доске и узнала, что первая сестра умрет в 14 часов 25 минут и 8 секунд по центральному времени. Пресса получила телеграмму с предсказанием, в которое было добавлено: «Немедленно действуйте согласно указаниям спиритической доски».
Пророчество ошиблось всего на несколько минут. Жозефа умерла первой в 14 часов 35 минут. Роза – несколькими минутами позже. Предсказание оказалось правдивым. Роза и Жозефа родились 20 января 1878 года в Скерихове в Богемии, сросшиеся в нижней части позвоночника. Девчушки росли здоровыми и активными, с легкостью передвигались. Роза оказалась сильнее физически и поэтому могла выбирать направление движения. В 1891 году девушки начали гастролировать в Париже и Лондоне, называясь богемскими близнецами. В 15 лет они отправились в Штаты, чтобы принять участие в Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго. Вскоре после возвращения в Европу, будучи еще совсем юными, сестры захотели выйти замуж. Но такая возможность представилась только в 1910 году. В тот год Роза родила в Праге сына Франца. Отец хотел жениться на Розе, но ее родители отказали. Суд тоже не поддержал. Он отказал в браке, поскольку жених должен был жениться на двух женщинах, а не на одной. Женитьба на Розе означала бы женитьбу на Жозефе, а это было бы двоеженством. Отец, по слухам, капитан немецкой армии, погиб в бою в 1917 году. Это был единственный зафиксированный случай рождения абсолютно здорового ребенка у женщин, сиамских близнецов. В 1922 году они отправились в турне по Соединенным Штатам. Но их поездка длилась недолго. Роза заболела желтухой, а вскоре заразилась и Жозефа. Жозефа провела неделю в бессознательном состоянии, и врачам стало ясно, что она умрет. Хирурги рассматривали возможность разделения, но Роза ясно дала понять, что не хочет быть разделенной при таком сценарии. «Если Жозефа умрет, мне не для чего будет жить», – сказала Роза. Сестры оставили своим наследникам, брату и сыну Францу, $200 тысяч и большую ферму. На этом я бы хотел закончить это видео с 20 тайнами мира, которые невозможно объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В Египте обнаружена самая древняя мумия возрастом 4300 лет. Мумия была найдена на дне 15-метрового колодца рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, которая считается первой пирамидой Древнего Египта. Имя захороненного – Гекашепес, предположительный возраст мумии около 4300 лет. Другие детали о том, кем Гекашепес был, пока неизвестны. Рядом было обнаружено еще 3 захоронения, их личности археологам не удалось установить. Также в гробнице были статуи и амулеты, относящиеся к 3-му тысячелетию до нашей эры. Вот такими у нас получились 20 тайн мира, которые невозможно объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.